Привет, я Грег, это Джаред и Джейкоб. Мы ведем канал Wisecrack. Наш профиль смешные познавательные видео. Сегодня мы расскажем вам о том, как добиться успеха на YouTube без лишних затрат, если вы, так сказать, сели на мель. Академия для авторов YouTube. Совсем не обязательно тратить на съемку много денег. Мы, например, обходились без этого. Первые видео стоили нам меньше $500. Итак, наш совет – не бойтесь проявлять изобретательность. Будьте находчивы, и тогда вы легко найдете все необходимые ресурсы для съемки. Первым делом продумайте основную идею ролика, чему он будет посвящен. Затем оцените, что у вас есть для ее воплощения. С этого и начните. Если вы хотите снять клип на крыше, обратитесь к друзьям, которые живут в доме с хорошим видом. Или напишите в Facebook. Вот увидите, многие с радостью согласятся вам помочь, узнав, что вы снимаете ролик для YouTube. Главное – делать видео такими, чтобы ими охотно делились. А для этого не нужно быть богатым. Идеи для недорогих видео. Всем привет, меня зовут Джаред, я расскажу, как придумать идею, воплощение которой не потребует много средств. Во-первых, помните, если ваш бюджет ограничен, это не значит, что вы не сможете снять достойное видео, тем более для YouTube. Успех канала не связан с тем, сколько вы тратите на съемки. Здесь критерии совсем не такие, как в кино, блеск не важен. Даже если по вашим роликам видно, что они любительские, не страшно. Зрители увидят в них вас настоящих, и это будет только на пользу. Чтобы прийти к идее, просто посмотрите вокруг. Подумайте, что есть у вас под рукой. Может, вам вспомнятся места, актеры, какие-то декорации, костюмы, артефакты или что-то еще. Если вы знаток в какой-то области, это тоже вам плюс. Подумайте, как заинтересовать зрителей тем, что есть у вас здесь и сейчас. Допустим, у вас в распоряжении комната или квартира. Для чего они подойдут? Какие шоу можно снять в таких декорациях? Или, например, вам разрешили снимать в школе. Так создайте шоу про то, что там происходит после уроков. Вовлеките в процесс все, что у вас есть, и начало будет положено. Взять, например, шоу Thug Notes. С ним нам помог мой друг Джо. Он прекрасно разбирается в литературе. Я знал, что с его помощью мы без труда создадим отличное литературное шоу. Что до нас самих, мы с Джейкобом хорошо знаем еврейскую культуру и идиш. Так у нас появилась отправная точка. Когда есть идея и цель, отсутствие ресурсов ничуть не пугает. Некоторые форматы съемки вообще почти не требуют средств. Например, реалити-шоу вроде тех, что по телевизору, можно снимать без штатива и осветительных приборов. Вы создаете не такие видео, которые будут показывать в кино. Поэтому мелкие детали не столь важны. И поскольку масштаб невелик, от многого можно отказаться. Еще стоит продумать формат шоу так, чтобы можно было снимать несколько выпусков в день. Например, в шоу Thug Notes всегда строится одинаково. Библиотека, Спарки Свитц и его монолог. И, конечно, не следует выбирать для шоу слишком узкие темы. Вы рискуете быстро их исчерпать, и дальше снимать будет не о чем. Например, темы для шоу Thug Notes явно закончатся не скоро. Классика необъятна. Книги пишут уже не 1000 лет. Еще один момент, который упрощает нам жизнь. В шоу Thug Notes мы используем всего 2 камеры. У нас есть крупный план и общий план. Поэтому мы как следует прорабатываем сценарий и в день съемок, который для нас самый затратный, записываем все, что есть. Бывает, что во время съемок что-то идет не по плану. Творческий процесс всегда непредсказуем, и видеосъемка не стоит особняком. Главное – относиться ко всему философски. Если вдруг у вас что-то идет не по плану, извлеките из этого плюсы. Следующий этап – создания самого видео. Съемка без лишних затрат. Привет, я Джейкоб. Итак, у вас уже есть идея и сценарий. Теперь перейдем к съемкам, самому увлекательному этапу работы над видео для YouTube. Первое, о чем стоит подумать, это место для съемки. Выберите плохое, и ролик будет неудачным. Для первого шоу нам нужен был дом с красивой кухней. И я попросил хозяйку своей съемной квартиры разрешить нам провести съемки в ее доме. Немного неловко было говорить: «Привет, Карл, как дела? Давно не виделись. А можно мы снимем ролик у тебя на кухне?» И я был уверен, что она посчитает такую просьбу слишком наглой. Но она сразу согласилась: «Снимайте без проблем». Мы не потратили ни цента, а Кэрол так понравился ролик, что она разрешила нам и дальше снимать у нее дома. Другое наше шоу Thug Notes снимается в домашней библиотеке друзей. Без их помощи мы бы вряд ли справились. У нас не было денег, но мы знали, что нашим шоу нужны классные декорации. И мы их нашли. Мы снимали даже в офисе бухгалтера. Словом, везде, где только могли. Что-нибудь подходящее всегда находилось. Когда определитесь с местом, придет время думать о реквизите и костюмах. Здесь тоже следите за расходами. Лично я свой реквизит заимствовал у родных. Перед съемками Thug Notes мы взяли лампу у друга. Еще мы нашли кресло и целую кучу книг. Прежде чем что-то купить, хорошо поищите на Craigslist и других популярных сайтах с объявлениями. Не забудьте заглянуть в секонд-хенды.
Вот этот светильник мы купили за $1 и уже много лет используем его на Хэллоуин. Реквизит, костюмы, место для съемки, у знакомых можно найти что угодно. Если у вас нет денег, чтобы выкупить у кого-то нужную вещь, пригласите его на кофе или на обед. В этом нет ничего особенного, но такие знаки признательности всегда приятны. Просто составьте компанию. Общение может оказаться много ценнее, чем деньги. Итак, пришел день съемок. Давайте обсудим освещение. Иногда без него можно обойтись. Например, свет не нужен, когда вы снимаете на улице. Если же без освещения никак, купите обычные недорогие лампы. Главное, чтобы кто-то из вашей команды знал, как их ставить. Тогда можно добиться хорошего качества без больших затрат. Просто четко объясните осветителю задачу. Если тележка для съемки в движении стоит слишком дорого, попробуйте поставить камеру на скейтборд. Как видите, у нас этот прием сработал на ура. Если бюджет ограничен, очень важно быть изобретательным. Не бойтесь, создавать качественный контент без больших затрат и роскошных декораций вполне возможно. Как найти актеров, если ваш бюджет ограничен? Привет, меня зовут Грег, я играю Спарки Свитса в шоу Thug Notes. Я расскажу вам, как найти актеров для бюджетных видео. Сниматься в шоу для YouTube невероятно круто. Здесь нужно наладить и поддерживать контакт со зрителями. Начинающих актеров хватает, а в любом крупном городе есть агентства, которые помогут их найти. Просто поищите в Google. Можно также пригласить актера из местного театра или поискать в специальной онлайн-базе. Если вы снимаете юмористическое шоу, узнайте, где найти комиков. Джаред и Джейкоб меня так и нашли. Мы познакомились благодаря общему другу. Провести кастинг можно где угодно. Лучше, конечно, найти специальное помещение, а не устраивать пробы в своей квартире. Вряд ли вам понравится толпа незнакомых людей в вашем доме. В качестве первого этапа кастинга можно просить актеров присылать свои видео. Еще один вариант — отправить им сценарий заранее и провести пробы в Skype или Google Hangouts. Многим актерам нужны материалы для портфолио, поэтому они могут сняться в вашем видео бесплатно. Они хотят показать себя, чтобы привлечь внимание агентов и продюсеров. Еще совет — просите актеров приносить на съемки свою одежду. Вы сэкономите время и деньги, ведь что-то подходящее может найтись в любом гардеробе. Если же вам нужен необычный наряд или аксессуар, поищите его в секонд-хенде или на блошином рынке. Что действительно помогает сэкономить много времени, а вместе с ним и немало денег – это подготовка. Всегда отправляйте актерам сценарий заранее, чтобы они могли порепетировать. Если в ролике очень много текста, стоит купить телесуфлер. На eBay суфлер, который можно подключить к iPad, стоит около $100. Если вы снимаетесь сами, попросите кого-нибудь из друзей побыть режиссером. Когда работаешь перед камерой, очень сложно объективно оценивать свою игру. Спасибо за внимание. Надеюсь, наши советы будут вам полезны. Если вы хотите больше узнать о том, как снимать видео, нажмите на эту аннотацию и посетите Академию для авторов. Чтобы посмотреть Thug Notes, нажмите здесь. Еще раз спасибо, а теперь за работу. Удачи!